Вся моя жизнь – страдания. Брак по родительской сделке. Мне всего 11 было, а троюродному брату 18. А я помню, мне в детстве так нравилось учиться в школе. Наш сельский учитель, он хвалил меня и говорил, что я очень способная, делаю успехи. Но у родителей был другой план. Господин. Так я обращаюсь к мужу, и так говорят отцу все мои дети. В то время кто осмеливался сказать «мой муж»? Назвать по имени? Оскар? Нет, какая дерзость. Только господин. Жизнь. Что я помню про свою жизнь? Ласка, любовь, тепло. По отношению к себе как к женщине. Нет, мне неведомы эти понятия. Надо, должна. Содержать дом в чистоте, воспитывать детей, ухаживать за прикованной после инсульта капризной свекровью, досматривать свекра, принимать толпы гостей, мыть, готовить и 5 детей. Муж всегда отсутствовал, уезжал на заработки в столицу. Революция, война, бомбежка с детьми на руках по подвалам. Это история женской судьбы. История жизни в рамках традиций. Трагедия иранской женщины по имени Сакине. Как-то раз жена брата мужа пригласила меня съездить к ее подруге в деревню. Я с радостью согласилась, так как мне интересны новые знакомства, новые люди и их истории. Скорее всего, многое, о чем я вам расскажу в этом видео, для иранских ушей вообще не является чем-то особенным. Но это не значит, что все живут так. Нет, ни в коем случае. Но в некоторых иранских провинциях, таких как Ларистан, Хузестан, Курдистан, у многих представителей старшего поколения будет похожая судьба. Некоторые параллели могу провести даже со своей свекровью. Мне, как иностранке, которая проживает длительное время в семье с родителями моего иранского мужа, было очень любопытно и интересно слушать свекровь каждый раз, когда ее задевали за живое и ей хотелось высказаться. Мне, конечно, очень жаль, что я не на 100% понимаю этого человека из-за ее местного диалекта, но все же суть самого главного могу уловить. Как-то в комментариях у меня кто-то спросил: не могу понять вашего отношения к свекру, то вы его хвалите, то высказываетесь о нем в отрицательном ключе. Если рассматривать отца моего мужа через призму его отношения ко мне, как к жене его сына, невестки, то могу его описать как доброго, любящего, заботливого свекра. На этом я бы и могла закончить свой рассказ по принципу «моя хата с краю». Но если рассматривать его личность через призму отношения к своей жене, здесь могу описать его как эгоистичного, бесчувственного человека. Все глубже думая о таком отношении и пытаясь оправдать его поведение, я прихожу к выводу, что они оба являются жертвами традиций, а именно традиционного брака, когда спутника выбирали тебе отцы, а не ты сам изъявлял желание. Когда я в шуточной форме у свекра спрашивала о подробностях их брака, он мне отвечал, что ему повесили на шею эту хануму, то есть мою свекровь. Вот так и получается, что люди прожили не свою, а навязанную традициями и стереотипами чужую жизнь. Семья, в которую мы приехали, имеет очень интересную историю жизни как матери Сакине, так и Азаде, ее дочери. После обеда Азаде стала рассказывать нам некоторые подробности своей прошлой семейной жизни. Они живут в небольшой деревне. Здесь 33 дома, все родственники друг другу. Сейчас Азаде 28, но в 15 лет ее отдали замуж за двоюродного брата, которому было 18. Их совместное проживание после свадьбы продлилось всего 20 дней. Никто и подумать не мог в семье Азаде, что двоюродный братец окажется садистом, да еще и ревнивым. Он постоянно ее избивал.
Самым удивительным было то, что его мать помогала сыну издеваться над новой невесткой и подстрекала его. Мне стало немного дурно после ее рассказов о том, как он наступал ей на живот, или после свадьбы, когда они смотрели свадебный фильм, и он увидел, как невеста танцует, пусть и в женской половине, но при видеооператоре мужчине, схватил стакан и разбил о ее голову. Развод длился 4 года. Чего только они не насмотрелись от своего зятя, который ни в какую не хотел давать ей развод. То он себя бензином поджигал под окном их дома, то вешался, то резался. В конечном итоге их адвокату как-то удалось под предлогом какого-то обмана добиться развода. Как я поняла, ему дали на подпись документы о разводе, а самому сказали, что это какие-то другие документы. После развода Азаде закончила вечернюю школу и прошла парикмахерские курсы. На данный момент она активно предлагает моей невестке совместно открыть какой-нибудь салон красоты. Кстати, говорит, что ее бывший муж снова женился, и отношение к жене новой такое же, он также ее сильно избивает. Интересно, после такого опыта фамильного брака отец Азаде сказал, что никогда не выдаст дочку за родню. Вся эта традиция лопнула как пузырь в его глазах. Жалко, что слишком поздно. У мамы тоже все сложилось несладко. Мужа в молодости к жене домой совсем не тянуло. Приезжал с работы, давал деньги и уезжал. Молодость, она такая. Мужчина в рассвете сил не должен ее упускать. Друзья, кабаки, концерты, путешествия по стране. Обязанности – это женская доля. А она где была? Дома с детьми и его немощными родителями. Слушайте, в семье мужа история прям под копирку. Да, отец заработал состояние, купил недвижимость и все, что сейчас имеет семья, а именно старшие сыновья, исключительно его заслуга. Так ладно, прошлое, оставим его. Что мы имеем сегодня после долгих лет совместной такой жизни? Холодное, безразличное отношение со стороны мужа к своей жене. Лучше всего опишу это так: когда женщина здорова и способна выполнять свои привычные обязанности по дому, а самое главное вовремя подносить приготовленную еду, тогда все замечательно и спокойно. Но годы берут свое. Жена из года в год под влиянием малоподвижного образа жизни, болячек, несерьезного отношения к своему состоянию, вызываемого в себе какого-то без причины стресса, тревожности, все больше и больше утрачивает свою домашнюю дееспособность. Весной здесь погода нестабильная, из теплой и солнечной вдруг может превратиться в холодную и дождливую. Когда стало тепло и всем казалось, что холода больше не вернутся, в доме по предложению Сакине убрали камины после зимнего сезона. Но вот резко после дождей стало очень холодно. Ее муж, выезжавший по делам из дома, где-то простыл. Простыл где-то? Нет. Простуда была связана исключительно с тем, что в доме по инициативе жены демонтировали камины. В его болезни виновата только она, его жена. А вот то, что он сам день полежал и встал как здоровый огурец, а Сакине, порхавшая и пытавшаяся угодить своему капризному мужу, схватила от него вирус и слегла на месяц, это не важно. И вот именно в такие моменты можно наблюдать всю красочность таких традиционных отношений, которые не могут не огорчать или не вызывать злость. Когда жена лежит и стонет, а он ей вместо того, чтобы к врачу везти, говорит, что «чего ты прикидываешься? Все врачи мошенники, им только денег срубить хочется, навыписывать ненужных лекарств». Себя же муж по каждой мелочи везет к специалисту и даже в столицу, если надо, уезжает. Ему не верится, что наступил тот момент, когда жена сдала позиции, и она уже не та рабочая лошадка. Поэтому не разрешает он ей привлекать к уборке домашних помощниц платно и тем более нагружать любимых внуков. Все делай сама, как и раньше. Во дворе кто-то кирпичи переставил, либо труба треснула. Во всем всегда виновата жена. Старший сын не справляется с работой. Во всем виновата жена. Это она плохо воспитала детей. Так а как же там говорят, яблоко недалеко от яблони? Нет, категорически с таким
он не согласен. Дети не оправдали его надежды, так как умом пошли в мать и ее родню. Весна и лето – сезон конфликтов. Из-за того, что жена не желает ехать в деревню, а туда ее тащат исключительно в качестве кухарки и уборщицы. Когда они туда едут вместе, он оставляет свою жену одну на целый день в доме, без связи, может притащить иногда гостей без предупреждения. Ты только, милочка, готовь, подноси и убирай. У жены больные ноги, и она не справляется. И вот когда она не справляется, начинаются к ней претензии. Как-то раз мы были в гостях у племянника свекра. Там познакомились с его семьей, женой, дочкой, ее мужем. Их зять, как знаток религии, в тот вечер взял все наше внимание на себя. Из уважения к нему была вынуждена слушать его рассказы, которыми он изрядно в тот вечер нам поднадоел. Как потом оказалось, хозяйка дома на кухне в тот вечер упала в обморок. Свекровь была рядом с ней, тогда они настолько скрыли этот факт от мужчин, что действительно никто ни о чем не догадался. С помощью свекрови и дочки этой женщины ее как-то откачали и увели в комнату. На завтра это все мне свекровь рассказывала, и больше всего я была удивлена тем, что женщина жаловалась на мужа, который также выставлял ей претензии, что она очень быстро вышла из строя и даже подумывала о разводе. За годы совместной жизни женщина приходит к странному состоянию, когда она себя вообще не воспринимает самостоятельной личностью. Она находится в очень сильной психологической зависимости от мужа. Особенно это проявляется, когда ей надо к врачу. Будет терпеть до последнего, и если муж ее не отвезет, либо невестки не запишут, то так и будет сидеть. При том, что такого нет, что ей кто-то что-то запрещает. Как выходить из дома, ходить в гости к соседкам, такого нет. Самое главное, чтобы вовремя был приготовлен обед и ужин. Но у этой женщины подчинение и преклонение глубоко заложились в голове. Наверное, можно сказать, что ее так выдрессировали, приучили. И мне, как человеку, который вырос совершенно в другой атмосфере, очень больно на все это смотреть. Думать о себе, любить себя – какие-то неведомые понятия для женщин в таких семьях. Всю жизнь она все делает для него, старается для него, своего султана, и пытается заслужить или доказать свою ценность и признание. Но это бесполезно. Вся ее забота, чай-поднос, сладкие сиропчики в холодильнике летом для охлаждения султана в жаркий день – все это воспринимается как ее обязанность и само собой разумеющееся. Интересно, я росла в семье, и у нас всегда был принцип, который часто повторяла моя мама – «все лучшее детям». Но в этой семье я заметила совсем другой девиз – «все лучшее мужу». Может быть, это и правильно. Но если забота и отдача наблюдается с двух сторон, а не одностороннее потребительство. Даже в ссоре, в глубокой обиде, под гнетом оскорбительных фраз она заботится о нем, отправляет с подносом чая сына к нему. Как в нашей семье, признаюсь, поначалу, когда я наблюдала подобные моменты, я пыталась подсыпать свекрови феминистической соли на ее раны и отыскать в ней хоть какие-то остатки женской гордости и любви к себе. Но двигать гору здесь было абсолютно бесполезно, и я себе сказала: удивляйся, но не вмешивайся. В этом же видео хочу поднять тему моих отношений со свекровью. Мое отношение к ней претерпело очень многие изменения, от удивления и раздражения до понимания и полного принятия. Сколько помню свою свекровь, даже тогда, 15 лет назад, она очень любила перечислять, какие дела по дому она сделала. Я помыла крыльцо, я подмела двор, я перебрала зелень. Это всегда во мне вызывало какую-то улыбку, и я это все воспринимала как какую-то глупость, недалекость. Иногда, признаюсь, меня это триггерило и раздражало. Особенно акцентирование внимания на том, что вот она прочитала намаз или вот только собирается, я не понимала, зачем надо это всем объявлять.
Либо, например, мы все ездили на свадьбу, где большую часть времени я сидела около нее. Когда мы шли к столам для ужина, свекрови показалось, что ей оказывали особые почести, только ее провели до стола, особым образом именно с ней поздоровались. Но я там тоже была и видела, что такое отношение было абсолютно ко всем. Долгое время после свадьбы свекровь всем рассказывала свое субъективное видение этой свадьбы и гордо упоминала уважение, проявленное к ней. Признаюсь, изначально эти рассказы у меня вызывали какую-то злость. Я не понимала, зачем рассказывать о таких мелочах, приплетать то, чего не было. Но ведь это был мой взгляд со стороны, а для нее было. Это было мое субъективное мнение, без попытки разобраться в точке зрения этого человека, как часто мы на все смотрим со своей колокольни. Да, помню, в той поездке меня также расстроило то, что каждый раз, когда я хотела завести серьезный разговор с хозяином того дома об урожае, налогах, использовании природных государственных ресурсов, особенностях сельскохозяйственной деятельности семьи, мои свекры встревали в разговор, и он переводился в какие-то низменные другие темы. Наблюдая за ней все больше, я стала больше понимать ее, ведь все эти мелочи – это жизнь этого человека. Она не расскажет мне, сколько книг она прочитала, сколько заработала, сколько подписчиков и куда сходила. Ее новости, сколько кило зелени она перебрала, что приготовила, что помыла. Совсем недавно прочитала книгу, и там было написано: глубочайшее стремление, заключенное в человеческой природе, состоит в желании быть значительным, быть оцененным по достоинству. Вот он, неутолимый, мучительный голод человеческой души. Желание почувствовать свою значимость толкает ее рассказывать о своих домашних делах, чтобы другие оценили, похвалили, признали, что она не пустое место. Добравшись до этой истины, я кардинально поменяла свое отношение и реакцию на все эти рассказы свекрови. Меня отпустила злость и раздражение. Самым приятным было то, что однажды вечером жена старшего брата мужа подошла ко мне и сказала: «Да, ты была права. После твоих слов я изменила свое отношение к свекрови». Что же я ей сказала? Как-то у меня состоялся разговор с невесткой, и она мне жаловалась на свекровь. После смерти матери она ждала, что свекровь заменит ей самого близкого человека. Правда, я точно не поняла, какие именно действия невестка ожидала от свекрови и которые не последовали. Я слышала одни претензии, что свекровь их не приглашает, не собирает всех своих детей под одной крышей за ужином. Честно говоря, я была категорически не согласна с таким отношением. Я видела, в каком самочувствии свекровь, что ей просто хочется иногда лежать, чтобы ее никто не трогал, а не устраивать какие-то приемы. И вообще, ведь мы все члены одной семьи, зачем приглашение? Приезжайте просто так, приедь, заранее приготовь ужин, какие проблемы? В целом, сама по себе наша свекровь на вид достаточно такая угрюмая, строгая женщина. Некоторые считают, что она прям злая, но это не так. Она добрая и сочувствующая, но из тех, которые не могут проявлять свою чувствительность и эмоциональность. Именно это я и стала объяснять невестке, и мне было странно, что она, живя рядом здесь, всю свою жизнь не знала об этом, и мне надо было это говорить. Я ей стала объяснять о том, что угрюмость этой женщины – отпечаток пережитого. Ей само никто в жизни ни любви, ни тепла не дал, а ты ждешь проявления эмоций от нее? Войди в ее положение, ничего не ожидай. То же самое я сказала жене второго брата мужа, которая мне как-то днем сказала: «Передай им, что я больше не невестка этой семьи, и мне стыдно за свою свекровь». А почему? Потому что после ринопластики свекровь не проявляла ожидаемую от нее заботу, не отправляла кастрюли с супом для своей послеоперационной невестки. А вот соседки отправляли. Что это за свекровь такая? Мне многого не понять во всех этих отношениях. Отношениях невесток и свекрови, отношениях мужа и жены. Тяжело соблюдать нейтралитет и наблюдать потребительство с одной стороны и жертвенность с другой. Но вот что точно, это то, что я благодарна этой женщине за то, что, несмотря на свою трудную жизнь, она не отыгрывается на своих невестках и не учит своих сыновей это делать.